Первым делом добавляю универсальный колер в воду. Небольшое количество розового и побольше черного. Эти красители затемнят плиточный клей и придадут ему теплый оттенок. Хорошенько перемешала колер с водой, теперь добавляю туда сухую смесь. Немножко попылим. Сегодняшняя техника создания декоративной штукатурки не содержит этапов шлифования, и пыль при замесе материала – это единственный момент, где может понадобиться респиратор. И да, сразу отвечу на вопрос, который у вас может возникнуть. Цементный плиточный клей отлично подойдет для создания декора стен в ванной. Защищаем поверхность эпоксидкой или двухкомпонентным лаком. Даже если соседи сверху затопят и вода намочит материал под защитным слоем лака, ничего страшного не произойдет. А вот гипсовые материалы в такой ситуации могут испортиться. Материал готов, и можно приступать к нанесению. Делать я это буду при помощи кельмы и маленького шпателя. Набираю на нее плиточный клей вот таким образом. Готово. И начинаю его наносить с угла толщиной в 2-3 мм. Если вы создаете подобный декор в сухом помещении и вам не нужна суперпрочная, можно сказать, антивандальная поверхность, то можете использовать материалы на гипсовой или полимерной основе. Также можете применять акриловый травертин. Декор из такого материала будет гораздо прочнее, чем из тех, что на основе гипса. Да и работать с ним будет максимально удобно. Он продается в ведрах в готовом виде, хорошо колируется и смесь долго не высыхает в ведре. Из такого травертина можно создавать достаточно объемную фактуру и не переживать за образование трещин. Также травертин продается и в сухом виде. Для создания подобного декора подойдет, но придется немножко попылить во время замешивания сухого материала в воде. Отвожу материал от угла в сторону. Если неудобно делать это кельмой, можете использовать маленький шпатель. Так будет еще проще. Главное, при создании первого слоя заполнить всю поверхность равномерным слоем и не оставлять пропусков. Если где-то остаются небольшие неровности или следы от кельмы, ничего страшного. Можно чуть позже, когда плиточный клей немножко подсохнет, вернуться к нанесенным участкам и повторно пригладить их. Закончила с первым слоем, и теперь даем ему высохнуть в течение суток. А вы знали, что на рынке катастрофически не хватает дизайнеров? Так, например, по данным СМИ, каждый второй покупатель обращается к дизайнерам после покупки квартиры. Но это вас не должно удивлять, учитывая, сколько сейчас стоят квартиры. Все-таки хочется в ней чувствовать себя уютно, чтобы было все под себя. Если кто-то делал ремонт, знает, как много сил на это уходит. Именно поэтому сейчас дизайнер интерьера и становится все более востребованной и высокооплачиваемой профессией. То есть дизайн обычной квартиры, скажем, 50 квадратных метров, будет стоить 50-75 тысяч рублей. И это только за один заказ. Причем некоторые уже начинают получать большие деньги даже во время обучения. И если вы мечтали, думали о новой профессии, которая позволит творчески реализоваться, то, может, дизайн интерьеров — это как раз то, что вам нужно. Многие, наверное, уже слышали про онлайн-школу дизайна интерьера Катерины Дубровской. А если нет, то я хочу порекомендовать ее школу именно вам. Катерина начинала свой путь в юриспруденции, а сейчас она успешный дизайнер с 13-летним опытом, чьи работы публикуют в журналах и награждают ее учениц на международных конкурсах. А самое главное, она прекрасно знает, насколько тяжело менять профессию после 30 лет и прекрасно понимает главные сложности в этом. Недавно у нее прошел выпускной, на котором ее студентам были вручены дипломы, а сейчас она проводит набор для тех, кто готов освоить новую профессию для себя и зарабатывать на ней. По ссылке, которая будет под видео, я вас приглашаю на ее мастер-класс, где она подробно ответит на ваши вопросы честно и между нами. Не переживайте про минусы, расскажет тоже. А также, как получить рассрочку до года без переплат, как уже через 1 месяц зарабатывать первые деньги на дизайне интерьера, а также, как искать первых клиентов уже во время обучения. Это отличная возможность начать год на правильной ноте и сделать что-то для себя любимой. Плиточный клей полностью высох, теперь его необходимо загрунтовать. Для меня основа слишком светлая, поэтому я в грунтовку добавляю черный колер, чтобы получить более темную поверхность. Если цвет основы вас устраивает, то применяйте грунтовку без добавления колоранта. И не используйте грунты с цветным индикатором, которые после высыхания немного окрашивают поверхность в голубой, розовый или оранжевый цвет. Хорошенько размешала колер и набираю грунт на валик с ворсом средней длины. Я использую обычную пропиточную грунтовку, но также подойдет и укрепляющая. Валиком двигаюсь снизу вверх, делаю очень аккуратные движения, стараюсь не создавать подтеков. Если они образуются, то сразу их убираю.
Когда на валике грунта почти не остается, можно работать быстрее и не бояться, что брызги будут лететь во все стороны. Набираем еще немного материала, излишки с валика обязательно убираем. И продолжаем грунтовать всю поверхность, заполняя ее небольшими участками. Нанесла грунт и теперь даю ему высохнуть в течение 2 часов. Следующим этапом наносим участками золотую краску. Делаю я это при помощи кисти, вы можете использовать валик. Очень плотно золотую краску можно не наносить, даже если где-то будет просвечивать серая основа, то будет смотреться очень красиво. Также на этом этапе можно использовать золотую поталь. Она даст очень яркий золотой цвет. Лучше покупать ту, которая не окисляется и не меняет цвет при взаимодействии с акриловым лаком. Называется она зеркальная или полимерная. В ее составе нет меди, и клеить ее можно на обычный акриловый лак. Эта поталь имеет не только разные оттенки золота, но и бывает разных цветов. Сможете подобрать именно тот, который подходит вам. Сложного в этой работе ничего нету. Постепенно заполняем всю поверхность небольшими золотыми участками и обязательно делаем переходы со стены на стену вот таким образом. Очень много в углу их создавать не нужно. Работая на стене, 5-7 таких золотых участков разного размера будет вполне достаточно. Закончила с нанесением золота. Теперь добавим бронзы. Для удобства переливаю ее в крышку. Наносить буду морской губкой, но также можно использовать и целлюлозную. Теперь отпечатываю бронзу поверх золотых участков. Где-то я делаю маленькие крапинки, а где-то чуть растираю бронзу. Наношу ее больше по краям золотых пятен, а не в их центре. При работе с поталью вы также можете комбинировать золотой или бронзовый цвет. А можно просто использовать несколько оттенков золота. Так эти участки будут смотреться интересней. Я сделала золотистые участки разной формы, но примерно одного размера. Вы можете делать их более разными, например, добавить мелкие золотые вкрапления между крупными участками. Единственное, что я не советую делать, это заполнять золотой краской всю поверхность. Так в конечном итоге ярких блестящих участков получится слишком много. Закончили с бронзовой краской, и пока она сохнет, заколируем плиточный клей, из которого будем делать фактуру в 2 цвета. Для создания первого добавляю черный колер и немного розового. Для второго добавляю только розовый, чтобы цвет плиточного клея был чуть теплее. Перед началом работ на объеме обязательно сделайте несколько образцов, чтобы подобрать нужный вам цвет. Колоранты добавляйте шприцем и обязательно записывайте пропорции, чтобы цвет потом можно было повторить. Размешали колер с водой и теперь засыпаем туда сухую смесь. Работая на объеме за один раз не получится подготовить раствор на все стены. Делайте примерно по пол ведра. Главное соблюдать пропорции колорантов, воды и сухого материала. Так цвет после высыхания будет везде одинаковый. Подготовила материал и наносить его буду при помощи кельмы и шпателя. Набираю на кельму самый темный цвет вот таким образом. Начинаю создавать фактуру с краев золотых участков. Легкими движениями делаю отпечатки, немного заходя на золото. Распределила плиточный клей и приглаживаю его в разные стороны. Большую часть материала нужно наносить таким образом, чтобы создаваемые островки перекрывали темный цвет основания. На золото заходим совсем немного. Делая все то же самое из травертина, из-за того, что в нем наполнитель большей фракции, фактура будет получаться более объемной, а края островков будут более рваными. И наоборот, если создавать такую фактуру из готовой акриловой шпаклевки, островки получатся с мягкими краями и сама фактура будет смотреться спокойней. Можете сделать несколько образцов из разных материалов и посмотреть, какой вариант вам больше нравится. Ничего сложного тут нет. Если есть помощник, то все делается еще быстрее и проще. Один человек наносит плиточный клей, второй разглаживает его, формируя островки. Главное, не делайте каждый свою стену, особенно если они находятся в одном помещении. Хоть техника нанесения одинаковая будет, все равно результат получится разный и стены будут немного отличаться. Работая на стене, делаем примерно 2 квадратных метра и переходим ко второму цвету. Набираю его тонким слоем на кельму. Этот цвет я буду наносить легкими приглаживающими движениями, стараясь не заполнять углубление фактуры. Просто размазываю его по вершинам и чуть приглаживаю. Тут не нужно стараться перекрыть вторым цветом весь предыдущий узор. Набирайте на кельму совсем немножко плиточного клея, иначе при таком нанесении он не только будет заполнять все углубления, но и скроет предыдущий цвет, а нам этого не нужно.
И да, на этом этапе можно использовать несколько светлых оттенков, стараясь нанести их как можно хаотичнее и с переходами друг в друга. Это только добавит полутонов, и фактура в результате будет смотреться более натуральной и похожей на камень. Плюс очень важно то, чем вы будете защищать декор. Какой именно лак это будет или эпоксидка. Если создаете подобный декор из плиточного клея в сухом помещении и защищаете его обычным лаком на водной основе, то после высыхания лака цвета декора останутся практически такими же, как и без него. Добавится только глянец. А если декоративная штукатурка наносится в зоне с прямым воздействием воды и поверхность защищается двухкомпонентным лаком или эпоксидкой, то цвета проявляются и остаются насыщенными даже после высыхания защитного слоя. Во время создания декора, после высыхания плиточного клея цвета будут казаться блеклыми и неконтрастными, а защитив его эпоксидкой, насыщенность вернется. Поэтому тут заранее нужно понимать, чем будет защищаться декоративная штукатурка, и при колировке материалов отталкиваться от этого. Закончила со вторым цветом, беру распылитель с водой и еще раз приглаживаю всю поверхность чистой кельмой. На стене делайте точно так же. Заполнили несколько квадратных метров, возвращаетесь и приглаживаете. Так небольшими участками постепенно декорируем всю поверхность. Закончила с созданием фактуры и теперь оставляем ее до полного высыхания в течение суток. После того, как плиточный клей полностью высох, поверхность необходимо загрунтовать. Это я сделала за кадром. Сейчас нанесу двухкомпонентный лак. Оба компонента я уже смешала между собой, и он готов к использованию. Наносить я его буду валиком с длинным ворсом, так как фактура у нас очень рельефная. Перед нанесением лака обязательно грунтуйте поверхность. Так расход лака будет намного меньше. Если декоративная штукатурка применяется в сухом помещении, то одного слоя лака будет достаточно. Если в зоне прямого воздействия воды, то наносите 2-3 защитных слоя. Так вы получите максимально влагостойкую и долговечную поверхность. Для защиты подобного декора в зоне кухонного фартука советую также применять двухкомпонентный лак или оптически прозрачную эпоксидку. С такой защитой жирные пятна и другие сложно выводимые загрязнения будут не страшны. Поверхность можно будет мыть агрессивными моющими средствами. Закончила с двухкомпонентным лаком, теперь ждем его полного высыхания и посмотрим, что у нас получилось. Декор смотрится очень брутально. Для тех, кто любит фактурные варианты декоративной штукатурки в темных тонах, он отлично подойдет. Плюс золото добавляет интересные детали, подчеркивая грубость декора. Для акцентной стены такой вариант очень даже сгодится. Если вы не хотите возиться с подготовкой стен и шпаклевать их, то такой объемный вариант – это то, что надо. Он замаскирует все неровности и дефекты основания, при этом сэкономит время и деньги на подготовке стен. Ну и естественно, что-то подобное можно сделать из других материалов, применяя иные цвета. Тут кому что больше нравится. Главное знать технику нанесения, а дальше включаем фантазию и вперед. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Всем удачи, здоровья, пока!